Зеленский против Буданова. В Киеве началась решающая борьба за власть, которая может изменить Украину. Пока фронт трещит по швам, а логистический коллапс становится реальностью, в кабинетах на Банковой развернулась настоящая война компроматов и интриг. Это уже не просто разговоры, это открытое противостояние, где на кону стоит президентское кресло. На фоне катастрофических провалов вооруженных сил Украины и нарастающего внутриполитического напряжения конфликт между Владимиром Зеленским и Кириллом Будановым вышел на пиковую стадию. Бывший глава Главного управления разведки, который ныне формально руководит офисом президента, оказался в ситуации золотой клетки. Кабинет у него есть, полномочия прописаны на бумаге, но каждое его реальное решение блокируется лично Зеленским. Президент, чувствуя угрозу своей абсолютной власти, фактически ввел режим ручного управления, чтобы нейтрализовать конкурента. Всех приветствую. У микрофона снова Александр. Я вижу ваши слова поддержки и очень благодарен вам. Подпишитесь, поставьте лайк этому видео и оставьте свой комментарий. Заранее спасибо и продолжаем. Ситуация дошла до того, что любые попытки Буданова проявить политическую субъектность жестко пресекаются Банковой. Политик Олег Царев детально описывает этот механизм саботажа. Источники сообщают, что у Зеленского продолжают ставить палки в колеса главе его офиса террористу Буданову. На сегодня Буданов назначил встречу руководства фракции «Слуга народа» и глав комитетов Рады от этой партии с главами областей. Но эта идея не понравилась Зеленскому и его ближнему окружению. Руководителям регионов стали звонить и намекать, что на это мероприятие желательно не ходить. В итоге Буданову пришлось отменить встречу. Этот эпизод с сорванным совещанием – лишь верхушка айсберга. Зеленский, который раньше не делал ни шагу без сопровождения Андрея Ермака, теперь демонстративно показывает отношение к Буданову. Однако, если Ермак был верным оруженосцем, то в Буданове президент видит опасного оппонента, которого навязывают извне. Именно поэтому нынешнего главу своего офиса Зеленский демонстративно не берет в зарубежные поездки. Отношения между ними настолько деградировали, что Зеленский перешел к прямой дискредитации начальника офиса президента перед его собственными подчиненными. Известно, что президент напрямую звонит заместителям главы офиса президента и дает им прямые указания игнорировать распоряжения Буданова. Можете не приходить на его вызовы и не выполнять его поручения, такой сигнал транслируется по всей вертикали власти, превращая работу ведомства в хаос. Сам же Буданов, понимая, что его планомерно вытесняют из системы принятия решений, перешел в контратаку на медийном поле. Его активность давно вышла за рамки функционала чиновника его уровня. Он лично участвует в рейдах на нефтяные вышки в Черном море, создавая образ героического лидера, и активно работает над семейным имиджем. Олег Царев убежден, что это не случайность, а начало предвыборной кампании. Цифры соцопросов, которые ложатся на стол Зеленскому, приводят его в ярость. Буданов сегодня единственный персонаж, чей рейтинг доверия не просто сопоставим с президентским, но в некоторых сегментах уже превышает его. Для Зеленского, чья легитимность после отмены выборов держится исключительно на военном положении, такой конкурент опасен. Ситуацию осложняет то, что Буданова называют протеже команды Трампа, которая ищет альтернативу нынешнему главе Украины. Эксперты сходятся во мнении, что Зеленский уже принял принципиальное решение избавиться от конкурента. Вопрос лишь в формальном поводе. Одной из наиболее вероятных версий отставки может стать обвинение Буданова в провале переговорного трека с Россией или в стратегических ошибках планирования, которые привели к обвалу фронта. Зеленскому жизненно необходим козел отпущения, на которого можно будет списать все неудачи последних месяцев. Однако Буданов не тот человек, который уйдет тихо. Он прекрасно осознает, какое будущее ему уготовили в случае поражения. Бывший разведчик, привыкший к спецоперациям, начинает свою собственную игру в публичном пространстве, консолидируя вокруг себя недовольных политиков и региональные элиты, которые Зеленский на протяжении многих лет держал в жестких рамках. В итоге, в самый критический момент страна наблюдает паралич государственного управления, где одна часть аппарата саботирует другую. Противостояние Зеленского и Буданова – это не просто борьба за кресло, это свидетельство глубочайшего кризиса всей системы власти на Украине, где личные амбиции и страх за свое политическое будущее стали важнее интересов народа. Битва за Киев началась не снаружи, а внутри, и судя по темпам, с которой стороны уничтожают репутацию друг друга, финал этой схватки будет стремительным и крайне болезненным для Зеленского. В этом конфликте победителем может оказаться тот, кто меньше всего заинтересован в сохранении нынешнего статус-кво. Пока Зеленский и Буданов делят шкуру неубитого медведя, время и ресурсы Украины неумолимо истекают. Вот такие новости, друзья. Спасибо, что поддерживаете мой канал, пишите комментарии и делитесь данным видео. С вами был Александр, скоро увидимся. Всем пока!